Всем привет! С вами Виктория Сидорович, и сегодня я хочу поделиться с вами опытом своего летнего детокса, который сегодня заканчивается. Юху! Можно меня с этим поздравить, потому что это очень классный и полезный опыт, но не очень простой. И сегодня я хочу рассказать, как я докатилась до такой жизни, что вообще такое детокс, что я делала, что я ела, чего не ела, и каких результатов мне удалось достичь. Я вообще не люблю никаких ограничений в еде, диеты, подсчеты калорий. Это все вообще не моя история. Я люблю вкусно покушать, люблю вредную еду объективно. Но иногда наступает момент, когда мозг включается и говорит: алло, может, мы как-то отдохнем? И в этот раз после отпуска, после всех праздников, дней рождений, я почувствовала, что мне реально нужен отдых от всей этой вредной еды, от алкоголя. И, в общем, как-то захотелось разгрузить свой организм. И я наткнулась на достаточно простой по моим меркам детокс, который длился 10 дней, и решила, а почему бы и нет? Собственно, лето самое лучшее время для таких экспериментов. Что вообще такое детокс? Это очищение организма от всех шлаков и токсинов, которые приходят туда с той едой, которую мы едим каждый день. И говорят, что от этого возникают разные болезни, от этого мы испытываем излишнюю усталость, у нас сыпет кожу, и страдает иммунитет, и вообще все тлен, если мы едим вредную еду. Именно поэтому важно время от времени очищать свой организм. Конечно, еще лучше, если вы вообще питаетесь правильно, но если вы такие же, как и я, ставьте лайк, я никому не расскажу, тогда хорошо бы делать такие штуки хотя бы время от времени, вот так вот летом. Итак, что входило в мой детокс? Если коротко, прежде всего нужно отказаться на 7-10 дней от всего мучного, сладкого, вредного, то есть фастфуды, какие-то сладости, сладкая водичка, алкоголь обязательно. Желательно отказаться от мяса, желательно еще и от рыбы, но это вообще уже левел уровня бог, и от молочки. Из этого всего я придерживалась, я не всегда отказывалась от молочки, то есть я иногда ела яйца, сыр, я иногда ела рыбу и морепродукты, но по большей части я придерживалась всех правил. Что же можно есть в этот прекрасный период, спросите вы? Самое главное — это кушать как можно больше растительной пищи, то есть свежие овощи, фрукты, ягоды, и сейчас самый сезон это делать. Можно, конечно же, есть все эти вещи в термической обработке, можно также добавлять какие-то крупы, но желательно полезные, по типу киноа, зеленой гречки, и все, наверное. Еще это может быть печеный картофель молодой. Ну, в общем, желательно есть вообще только овощи и фрукты. Пить много воды — это второе, что очень важно. И важно добавлять физическую активность. О том, что можно есть и чего не нужно есть на детоксе, мы немного разобрались. Еще несколько простых правил, которые у нас были указаны. Первое — это важно утро начинать с воды и зарядки, как я уже говорила. Зарядку можно делать любую, возможно, у вас есть какая-то простенькая, которую вы делаете. У меня на канале вы можете найти йогу и барре, и растяжку, которая тоже прекрасно подойдет. Или, в принципе, сделайте какие-то простые упражнения, которые помогут вашему организму проснуться. Следующее — это до 12 часов не рекомендуется есть ничего, кроме фруктов и овощей. Опять-таки, если вы все-таки не можете отказаться от мяса, от рыбы, от еще чего-то, лучше есть это в обеденное время, то есть с 12 до где-то там 5 вечера. То есть получается, что основной прием пищи должен припадать на обед. Я ни в коем случае не на завтрак и не на ужин. Забыла еще сказать, что рекомендуется исключить кофе из своего рациона, но мы с кофе неразделимы, поэтому я все-таки грешила этим, и утром я пила кофе с миндальным молоком, так что здесь выбор за вами. Итак, на обед можно кушать, опять-таки, все, что я уже перечислила, и это считается основным приемом пищи, значит, здесь вы можете немножко больше себе позволить.
Ну и ужин, он должен быть снова-таки легким, желательно только овощи, фрукты и ничего лишнего. И в идеале, чтобы это было до 7-8 вечера. Конечно же, мы весь день пьем много очищенной воды и настраиваемся на дзен, потому что первые 3 дня, скажу я вам по секрету, это будет непросто. Почему непросто и какие вообще сложности вас могут ждать на этом прекрасном пути детокса? Прежде всего, если вы не привыкли к суперздоровой еде, то первые 3 дня отказываться почти от всего, особенно если рядом кто-то с вами ест какой-нибудь бургер или чипсы или еще что-то. Скажу я вам, эта миссия невыполнима, но выполнима. Главное знать, зачем вы это делаете. Поэтому первые 3 дня вы можете испытывать некий дискомфорт от того, что вам нужно постоянно себя ограничивать и вообще думать о том, что съесть. А выбор, объективно весьма невелик, несмотря на то, что сейчас выбор фруктов и овощей достаточно разнообразный. Вторая сложность в том, что через эти же 3-4 дня лично мне начало надоедать все то, что я уже ела. Все эти салатики, фруктики, какие-то там даже яичница отварная или еще что-то. В общем, приходится залазить в Google и искать, что же можно приготовить из овощей. Но, кстати, это неплохая идея, я рекомендую вам сделать это сразу и посмотреть какие-то веганские блюда, потому что в какой-то момент это меня выручило. Так мы начали готовить, это я, и начала издеваться над своим мужем, и ему тоже готовить смузи-боулы, потом, в принципе, искать рецепты новых салатов, еще чего-то. В общем, это включило мою фантазию, и я не сорвалась ни на какие бургеры, и все выдержала. Так что ставь мне лайк за то, что я такая молодец. И вы тоже будьте молодцы, я в вас верю. И еще одна трудность или просто мое наблюдение, когда вы отказываетесь от вредной пищи, эмоциональное состояние начинает быть более видимым, так сказать. Эта история, когда мы заедаем эмоции едой, стала для меня прямо открытием, потому что я начала очень четко отслеживать, когда я чувствую себя эмоционально не очень окей, и вместо того, чтобы сделать какие-то, условно полезные практики, я хочу съесть что-нибудь вкусненькое. И очень хорошо можно отследить, в каких ситуациях вы с помощью еды пытаетесь заткнуть то, что лучше затыкать на сеансах с психологом. Поэтому это тоже один из моментов, который нужно знать, что эмоциональный фон может штормить. Вы можете чувствовать себя не очень стабильно от того, что вы себя в чем-то ограничиваете и уже не можете заедать какие-то эмоции, чувства едой. Вы насыщаете просто организм, а эти потребности нужно удовлетворять какими-то другими способами. Кстати, последнее видео про потребности можно посмотреть у меня на канале. И перейдем к итогам. Что вообще мне дал этот опыт 10-дневного детокса? Прежде всего, я чувствую себя реально намного лучше и легче. Я бы сказала, что во мне стало больше энергии, потому что за все это время я ни разу не испытывала какой-то тяжести в животе, чтобы меня от чего-то тошнило. То есть всегда была такая легкость, и это прям, классно. Второе, это приятным бонусом стало минус 2,5 килограмма, что не может не радовать летом. За 10 дней без каких-то силовых физических упражнений, я считаю, это топ. Я прям даже думаю о том, чтобы каждый месяц делать себе недельный детокс, а в остальное время баловать себя всем вкусненьким, чего нельзя в детоксе. Что еще? Третье, это то, что я говорила, наблюдение по поводу эмоций. Мне кажется, что если вы будете такое практиковать, это, прям можно словить много инсайтов о том, как вы регулируете свои эмоции, что заедаете, что нет, и что с этим делать. И последняя штука, это то, что во время детокса у меня стала меньше шелушиться кожа, она склонна к дерматитам, а здесь за неделю
все как-то само собой наладилось, без никаких препаратов, таблеток и так далее. В общем, детокс — это прям прикольная штука. И на самом деле есть много видео, много разных типов детоксов. Я выбрала для себя самый простой. В описании видео я оставлю ссылочку на пост с меню и расписанием, по какому детоксу я шла, что я ела, и там все расписано, так что можно посмотреть, и я очень рекомендую попробовать. Если такие разговорные видео, болтательные, вам заходят, пишите в комментариях. Еще меня теперь можно поддержать, меня и мой канал, на Патреоне, так что если вам ценно то, что я делаю, ссылочка опять-таки в описании этого видео. С вами была Виктория Сидорович, до скорого!